Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Савелхолд, и это продолжение нашего Блюхардского восстания. Хотел бы вам сказать большое спасибо за активности под прошлым видео. Я был очень тронут тем, как вы тепло меня встретили. Особенно мне понравилось читать ваши комментарии. Это всегда очень интересно и познавательно бывает. Ну и просто теплые слова мне тоже были очень приятны. Поэтому продолжение не заставит себя особо сильно долго ждать, и вот оно как раз. Как вы помните, в прошлой серии мы прошли по определенному концу доступных нам миссий и оставили пашнейское единственное самое вкусное это на эту серию. За эту серию я планирую как минимум попробовать уже создать, скорее всего, уже создать пашнейскую нацию, чтобы, так сказать, развитие было более быстрым. Ну и у нас очень много вассалов, есть свои определенные проблемы, трудности, хотя бы экономика нас радует. Давайте же мы ознакомимся с пашинейским единством. Забавно, что нас объединяет наша разобщенность. Быть народом границ, народом смешений, старая Домерия взяла свои древние знамения, знаменитый домерийский синий, и веками насыщенный красный цвет верны, просачивался через холмы в нашу культуру. Мы не то и не другое, и в то же время и то и другое, а главное мы сами по себе, поскольку мы снова и снова противостояли нашим врагам. Как лига стало ясно, то хотя мы и спорим, как братья и сестры, именно ими мы и являемся – одной семьей, одним народом. Мы пашанейцы, народ фиолетовой реки. Как краски смешиваются в неглубоком металлическом поддоне, так и мы, столкнувшиеся гранями, слились воедино, создав нечто совершенно новое. Пусть вся империя дрожит, когда мы наконец хлынем как один. У нас все довольны, кроме Истрабайта, ну в принципе ладно. Новой культуры станет пашанейская. Давайте посмотрим. Да, не только у нас, но и у большинства наших собратьев. Ну, кроме некоторых, но в основном да. Вот Истрабайта только не принял, а остальные, кто были довольны, они сразу переняли наш уклад жизни. Теперь что мы можем сделать? Нанять дипломатического советника с вторым уровнем. Это, в принципе, несложно. Открытый университет. Образование по своей сути определяется случайностью рождения, будь то аристократическое происхождение или магическая искра. Доступ к величайшим институтам Каннора зависит от прихоти богов, но, как могут заметить остроглазые, в нашем объединении мало что было благословлено богами. Напротив, лишь хитростью мы переиграем институты империи, включая магистериум и династические амбиции окружающих нас государства, стервятников. Таким образом, идея, которая умерла бы при любом другом дворе, здесь кажется почти не радикальной. Новый вид университета доступный независимо от происхождения всем, кто может заплатить или выиграть частную стипендию. Потенциал такого учреждения безграничен. Он обещает не только новое, отчетливое пашанейское поколение ученых и государственных деятелей, но и новый тип образования горожанина, который действительно может изменить мир. Мы получаем бесплатный универ, который будет очень долго строиться, и радикально новая модель высшего образования стимулирует новую уникальную специализацию под руководством пашанейских сословий. То есть у нас теперь, по идее, у сословий появятся новые. Вот, перехитрить и превзойти. Это не то, да? Ну, значит, они попозже появятся. Надо будет чуть мотануть. Центр моды. 3 властности это не проблема. Император мнения 150 это проблема. Но, в принципе, возможно, мы сможем это исправить как-нибудь, когда-нибудь. Да, может быть, получится. Но это как бы не очень, на самом деле, важное задание, потому что мы особо там не выиграем. Ну и воспользоваться возможностями. Нужно престиж 50. К сожалению, пока что есть с ним немножечко проблема. Будем его копить. И давайте же мы, так сказать, начнем наш путь. А вот и разрешение споров. Делегат из Байшенда желает знать, является ли его размещению прямо перед окном преднамеренной попыткой доставить ему неудобства и подтолкнуть к поспешным неполитичным переговорам. Почтенная леди Вайна из Таналена просит аудиенцию по поводу возврата былой услуги в разрешении крайне неприятного инцидента. Больше никакой информации она представить не соизволила, а еще у нас есть несколько местных альдерменов, которые надеются провести День ключей за неделю до весенней ярмарки скота. Иначе бочары, скорее всего, забунтуются. Ах, да, и нам нужно что-то сделать с нашей прической. Правитель вздыхает, закрыв лицо руками, и с какой-то нелепой ерунды они опять ссорятся. Постойте, вот оно, мы наконец-таки закончили. Величие 200, и мы получили тут всякие еще бонуски. Это прикольно. И вот наконец-таки наш универ был достроен, и произошло основание факультетов. Открытый университет – это прежде всего заявление о намерениях учреждения, созданное, чтобы оставаться открытым для всех, кто может оплатить обучение или заслужить необходимую стипендию.
Но это также инструмент. Огромная сеть ученых-исследователей, к которым мы получили доступ через нашу имперскую сеть влияния, потребует руководства, а все хорошие центры образования выигрывают от специализаций. То наш университет должен отражать в нас. Что он должен говорить о том, кто мы. Мы можем выбрать дипломатов получить, влияние агрессивки, либо же стоимость строительства и процент инновационности, либо же генерал Кассадия и традиции. Давайте выберем, наверное, дипломат и агрессивка. Знаете что? Мне не дает покой мой сосед Истралор. В том плане, что мне все равно нужен престиж. Поэтому, а как же нам его заработать? Объявить ему войну, либо же разобраться с магистериумом? На самом деле у нее союзники не то чтобы очень сильные. Мы позовем наших братков, типа Говеда, Карвурии. И, ну, за унижение, блин. Ну, за унижение я же не смогу отобрать профки у него, да? Сложненько. Давайте, да, просто вот так пока сделаем. Чтобы... ну здесь я могу, по идее, сам сделать претензию. Сейчас мы сделаем претензию, и у него как раз таки это все подбираем. А пока мы готовимся к войне с магистериумом, мы распространили себе колониализм. Я запросил у маленького города Портном распространить нам колониализм. Теперь можно денежки его принять. И теперь мы идем в ногу со временем. И вот пришла пора начать войну, я думаю. К сожалению, Говет откажется. Домискрон можно попробовать совратить. В принципе, конечно, не то чтобы прям нам сильно нужен. Не получится, к сожалению, да. Но, в принципе, мы и без Домискроуна справимся, так-то вот, если говорить. Ну, значит, без Домискроуна и Бивара, и Карвури, я думаю, нам хватит. Да и мы сами по себе не очень слабенькие. Сейчас только нужно чуть-чуть. Хотя смысл, они к нам все равно не придут. Поэтому давайте и Бивар, Карвурия, и начнем жатву. И сейчас мы будем давать бой. Я оккупировал уже эти провинции две. Давайте посмотрим, как мы будем драться. Ну, да, по его духу нас, конечно, хромает. У нас много, вместе мы сила, бусиларская армия пока. И вот первого мы выбиваем из войны, это, как вот там, Сейнатиль. Сейнатиль мы выбиваем из войны. Теперь остался только бусилар, но от Бенкос понятно. Заодно мы выполнили миссию, которая называется «Совершенство новых техник». Наши гвардейцы восприняли порох с почти фанатичным обожанием, немедленно осознав его способность стирать разрыв между ремесленниками буржуа и надменными аристократами. Наша традиционная организация, в которой каждый город снаряжает и снабжает свои собственные силы, способные к независимым действиям или координации, оказалась интуитивной и подходящей для дисциплинированной пороховой войны. Высокопрофессиональных цеховых мушкетеров, которых мы когда-то называли городской стражей, в наши дни все чаще именуют просто гвардией. Железный кулак в бархатной перчатке, служащий всему пошайне. Из-за этого мы получаем огневую мощь и рост профессионализма. Вот и второй участник этой войны тоже идет домой. Это Бусилар. Конечно, престижа мы почти из этого ничего не получаем. Ну да, ладно. Хотелось бы, конечно, побольше престижа. Тут Домискрон пытается какие-то морские баталии проводить. Тут наши союзники уже более-менее начинают наступление на сам Анбенкос, точнее на этот полуостров. Думаю, даже помогать им особо не надо. Просто будем ждать. Из-за реформ, которых нам стали доступны, точнее говоря, из 7, я бы взял союзное государство благодаря факториям и благодаря тому, что мы сможем больше получать торговля. Торговля это у нас очень много нам дает, поэтому возьмем себе фактории. Вот Ян Бенкост решил сдаться в нашу милость. В принципе, мы от него затребуем некоторые денежки, торговое влияние, там разрыв союзов. Нам бы, конечно, престиж как-нибудь поднакопить. К сожалению, магистериум, вижу, тоже сдался в нашу милость. Мы заберем 2 города. Коалиции особо не будет. Можно еще там какой-нибудь храм дамы, допустим. Давайте много мы получим. Давайте храм дамы освободим. Нам же нужен престиж. Нужно много престижа. И денег. О. Ну там, наверное, престиж делится между всеми участниками этого процесса. Из-за того, что у нас здесь есть соседние религиозные центры, мы возьмем себе религии, навязанные эдиктом, и везде раскидаем себе религиозные догмы, чтобы сопротивляться реформации, потому что нам это не интересно, нам это не надо. Мы будем потом равелянами, к сожалению, потому что у нас очень много миссий заточено на равелянство в будущем, поэтому пока что придется. Знаете что, я решил, хватит терпеть Векса. Он нас оскорбил, мы это терпеть не будем. Поэтому мы объявим ему войну. Да, нас мало кто поддержит. Много у нас тех, кто примкнет, к сожалению,
либо к императору, либо останется молчаливо и трусливо за этим всем смотреть, но мы попробуем, по крайней мере, с вами это все реализовать. Попробуем его унизить. По военке мы, в принципе, плюс-минус. Да, их многовато, но нас тоже много. У нас будет Карвурия и Эр. Там будут всякие мелкие города. Думаю, это не проблема. Поэтому продемонстрируем наше умение воевать. На нашего брата напали. Карвурцы, держитесь. Мы вместе победим. Все, теперь маршем на столицу. Мы затребуем у него только унижение, чтобы получить 20 престижа, чтобы что? Правильно, выполнить миссию и стать наконец-таки нашей великой нацией. Мы не будем требовать особо у него провинций, потому что просто физически это не можем сделать. Ну вот и все. Война подошла к концу. После падения пару крепостей и успешных сражений мы смогли его унизить. Получим за это престиж, который... А, он поделился, что ли? Почему нам не хватило престижа? 5 престижа не хватает, ё-моё. Блин, вот здесь можно его получить, но тут мнение о Блюхарте, как бы... Ладно, значит, будем искать другие способы. Ура! Благодаря чудесам нашей дипломатии мне удалось Тер подогнать под наш вассалитет, но сейчас у меня тут все это посыпется, скорее всего. А, он уже недоволен. Ну, в принципе, что, база, как бы, он только стал вассалом, а уже недоволен. Вот так мы и живем. Ничего, ничего, скоро вы все станете одной страной, и переживать нам будет не о чем особо. Сейчас я взял миссию на эмбарго Лоренту, ради чего мы сейчас ее выполнили. У нас поднялась вот эта вещь. Мы покровитель искусства отзываем. Зачем? Чтобы дать его еще раз. И теперь мы благополучно воспользоваться возможностью. Помните, в конце концов, все мелочи, которые мы делаем, средства, а не цель. Худшая ошибка – забыть себе в пышности представления. Мудрый государственный деятель прячет кинжал под парчой, но он никогда его не откладывает и никогда не забывает, где он. Империя – это нечто ошеломляющее, грандиозное строение, судьбу, которого он едва ли может предсказать. Но если карета свернет с курса, как же важно держать вожжи. И у нас здесь придет событие «Фортуна благоволит семьям». Мне нужно много властности. Вопрос, сколько у меня сейчас властности? У меня только 3, да? А мне нужно хотя бы, так понимаю, 10, чтобы это все выгорело, поэтому теперь будем копить властность. Вот, наконец-таки, спустя время мы интегрировали полностью дворфов. Теперь они часть нашего общества. Давайте же мы теперь примемся, допустим, за тех же самых Харимари, я думаю. Потому что они уже к нам сосуществования, до интеграции, потом уже будем всяких нелюдей интегрировать. У нас сейчас происходит исторический момент, мы можем перекатиться в коренитство, но я лучше потеряю 2 стабильности. Я не хочу становиться коренитом. Наш путь лежит через Арвелянский двор, к сожалению. И вот мы накопили 5 властности. Давайте попробуем, может быть у нас таки с 5 властности получится. Где здесь у нас вот 5 штучек есть. Может нам хватит 5, а не 10. Фортуна благоволит смелым. Брошенные дочери Домерии, оставленные с бастардами провинциальными пернцами. Вот как мир отмахивался от нас до сих пор. Тщательно сплетенные сети, влияния и престижа, которым мы себя окружили, не просто хобби, это оружие заложницы, знающее, что амбиции и власть порой должны облачаться в безобидные документы. Но времена изменились. Коллегии выборщиков – это и голос, и средства шантажа, и двигатель престижа одновременно. Что важнее, она теперь представляет голос единой культуры – Луны, пусть порой с сильным акцентом, но в конечном счете объединенной приверженностью самоопределению. Это приз и роль, в которых мы не можем себе отказать. Мы, ступавшие в каждом бальном зале империи, научились остро чувствовать, когда начинается последний танец. Дернуть за нужные ниточки. Давайте смотреть, как у нас пройдут выборы. Вот начался имперский инцидент. Города лунной реки долгое время страдали от могущественных соседей, стравливающих друг с другом. Однако в последние десятилетия в долине начала доминировать новая политическая идентичность, буржуазная и амбициозная. Города Луны овладели искусством имперского влияния, используя учреждения и институты империи для защиты от более сильных государств. Теперь они стремятся окончательно утвердить свой суверенитет. Хотя просительница родом из Блюхарта, петиция подписана каждым правительством Луны, и она дает понять, что они выступают совместно. Она указывает на историю Луны как богатой и неотъемлемой часть Старой Домерии и утверждает о возникновении самобытного яркого образа жизни, пашанейской культуры, указывая на бесконечное разделение и дробление, которое иностранное вмешательство вызвало вдоль Луны. Делегат утверждает, что самое время пашанейцам обрести собственное право избрания, которое защитит их интересы, обеспечит защиту и так далее. И что у нас по итогу получится?
мы, конечно, согласиться с петицией. Не хватает голосов. Не хватает, да. О, хватает. Прям на тоненького идем, ребят. Если разрешить объединение, если согласиться с петицией. Блюхар становится выборщиком. Разрешить объединение. Ура, товарищи. Ура, ура, ура. Тогда мы должны себе поднять авторитет, точнее традиции, потому что нужно будет 100 их как минимум. Будем за счет военных очков это стараться поднять. Пока что, да, один голос. Вот, представляете, один голос, а сколько всего он решает. И вот и опять, и опять. И туда, и сюда, и туда, и сюда. Бипек, с тобой что не так? Я думал, мы братья. Давайте смотрите. Серебряная кузня нас голосует. Окей, кто голосует здесь? Бипик да Мисс Кроун, братик, ты чего? О, равеляне, принимаем их обязательно. Ребят, это было просто на тоненького. Там было 29 на 30, и голос постоянно вот так прыгал. Конфедерация, конечно, подает это как победу. Наплыв баллов и мероприятий призваны затуманить разум, заставить забыть. То их изначальную идею было место в коллегии выборщиков. Видите ли, кое-чего может добиться формальным разрешением на объединение, а эти выскочки-торгаши всегда умели выклянчивать. Говорю тебе, Мертин, иди за ним в оба, черт побери. Оно не дипломатические архивы Векса. Ну, короче, да. К сожалению, мы не смогли именно стать выборщиком, но мы смогли хотя бы... Да, все. Теперь остался только выход на бис. План свободы меньше 25, но это мы сможем сделать, это не проблема. К сожалению, наш правитель принимает коренитство. Но, думаю, на следующих выборах мы с этим разберемся. Конечно, жалко терять его. Но мы явно не будем принимать... А мы можем обратно принять Регенский двор за 2 стабильности? Нет. Мы ее просто поменяем на выборах, и все. Пришло пора выбирать 8-ю нашу государственную реформу. Касаемо наших, кстати, экономических стратегий. Здесь на самом деле много всего очень интересного. Но я на самом деле думаю между меркантилистским подходом, оговоркой Ордимейра и, наверное, вот этими 4. То есть любой на ваш выбор, который вам нравится, если вы будете сами играть. Я, наверное, возьму меркантилический подход, потому что тут и меркантилизм можно будет поднимать. У меня уже 60, а там будет подешевле, все по 54. Наконец-таки багровый потоп у нас закончился. Ну и Демискрон призывает нас на помощь в войне. В принципе, мы откликнемся, возьмем еще себе поддержку единства веры. А вот и пришла пора делать выбор. Мы вот эту коренитку берем, возьмем себе лучше военную. Нам осталось совершенно немножечко сделать шажков, парочку. Мы сможем взять себе уже наконец-таки к Реалу мы вернем, потому что там Дипрепа. Дипрепа нам нужна, чтобы вот этих сдерживать. И вот наконец-таки у нас республиканские традиции доросли, но нам не хватает теперь подчинения. Сейчас мы быстренько их подчиним. И вот наконец-таки настал этот исторический момент. Выход на бис. О, если бы я мог, я с видом простодушным забыть и дар для сцены и стихи, тогда бы стал я скромным и безгрешным, мудрейшим веке смыв свои грехи. Но посмотри, какой серебристый свет встает над луной. Ночное небо блещет, ее могущество не в скромности, а нет, а в смелой дерзости мечты трепещет. Так мы, пашанейцы, рожденные в борьбе, идем вперед, не страшась бледных синешалей щеголей. Ведь лишь сила империи падет, и так наш пурпур станет лишь сильней. Сей фиолет, что вылеплен из глины, вам дарит ночь и занавес картины. К сожалению, мы не выполнили еще возвышение Блюхарта, мы не потратили еще 12 властности, и потратить уже физически это не сможем, к сожалению. Поэтому, так сказать, провозгласить пашенейскую нацию. С падением великого герцога Домерии и королевства Берне земли вокруг реки Луна остались без правителей. Теперь, объединив людей вокруг себя, пришло время провозгласить собственную нацию Пашеней, земля фиолетовой реки. Тут очень много мы всего, и самое главное, мы присоединим всех своих маленьких отсосов. Сколько всего. Ой, и экономика, и минус 92. Найс. Так, ну, новая традиция амбиций, конечно. Так. С чего бы начать? Начать с того, что у нас слишком много всего получилось, да? Ну, флот зато вровень. Сейчас мы быстренько это разберемся, и я вернусь. Итак, идея за названием. По мере того, как мы медленно объединялись и утверждались на имперской арене, одно имя сорвалось с уст наших соотечественников. Пашайны. Подобно Эсмарии или Домерии, оно отражает нашу культурную идентичность и особый образ жизни, который здесь сложился. Оно проще и более объединяющее, чем бесконечные уточнения о проницаемой природе границ долины. Оно захватывает наши многочисленные противоречия в одном слове. Однако некоторые города утверждают, что это название не обосновано. Основа культуры Луны, а не какой-то смутный намек на пару традиционных рецептов. А наш выбор основать наше общество на рациональном диспуте множества суверенных равных
Они утверждают, что особенным и уникальным в нашем государстве является не его природа, а его форма. Путь, который мы выбрали, а не то, с чего мы начали. Таким образом, значительное меньшинство интеллигенции утверждает, что мы должны идентифицировать себя с конфедерацией, которая сделала нас великим и отвергнутым простые этические идентификаторы. В моем телеграм-канале я как раз таки сейчас провел недавно опрос касаемо того, что вы хотите видеть, какое название. Если вы хотите также участвовать в создании новых роликов или просто что-то спросить у меня или у других участников чата, может быть, как просто пообщаться, то переходите по ссылочке в описании. Здесь еще появится сейчас QR-кодик. И по результатам опроса, голосования у меня, мы выбрали Конфедерацию Луны. Поэтому теперь мы отныне как единое государство. Теперь мы Конфедерация Луны, а не Пашайны. Теперь будем жить с этим. У нас очень много здесь на самом деле изменений. Я разобрался с армией, у нас теперь 42 полка, 57 максимум. Это отличный результат, у нас очень сильно поднялся наш военно-морской флот. У нас есть, конечно, проблема сейчас с религиозным единством. Нужно разобраться еще с тем, как у нас расположены крепости для оптимизации этого процесса. Нужно еще будет разобраться с нашими... ну, дипотношения идеально. Из вассалов у нас остался только новоприобретенный ТР, потому что он не является участником этой коалиции Конфедерации Луны. Благодаря чему у нас, кстати, поднялось доход с торговли и производства, ну, налоги как бы тоже, но мы сейчас будем их немножечко рейзить ради того, чтобы эти полученные средства направить уже на непосредственно застройку нашего государства. Ну и у нас новые миссии, новые идеи. Идеи наши такие, это вот, 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 вот и вот. Вы видите, у нас есть идея на равелианство, мы его в будущем обязательно примем, потому что у нас уже идет появление равелианских общин, и мы их активно распространяем. И у нас еще в будущем здесь будет ветка заданий, связанная с как раз-таки на стороне с, если правильно помню, там дальше будет, на стороне с равелианством. То есть мы должны будем быть строго равелианской державой. Из интересного у нас еще появится великий проект попозже, мы к этому вернемся. А пока что у нас есть наши прекрасные задания. Даже не знаю, с чего начать, на самом-то деле. Потому что у нас очень много всего, что мы можем сделать. Давайте начнем, наверное, с плечом к плечу. Справедливо высмеют представляющих управление Пашайной как сходку деревенской толпы, ибо они выдают тиранию толпы за некий новый прорыв, якобы упущенный всеми. Представительство воля народа – это вопрос не индивидов, а коллективов, корпораций, подгрупп, общества, непрерывно уравновешивающие друг друга. Это знакомо нам в контексте экономических гильдий. Но принцип распространяется и на религиозные конфессии, и на политические течения, и даже на магов. Если Пашайна и внесло новшество в эти древние идеи, то лишь в осознание, что корпоративное управление, сделавшее город Луны столь же экономически могущественным, может быть расширено до масштабов полноценного государства. Это базовый принцип кабинета, который при монархии и республиках служит коллективным воплощением правительства, исполнительной гильдии. Мы получаем просто советника, и бедствие, двор и страна будет у нас уничтожено. Точнее, мы его больше не сможем получить, что такое двор и страна, я не понимаю, поэтому пока что ладно. Коренитский вопрос. Нам нужно поддержать либо регенство, либо коренитство, выбрать божество Адеана или Дама, или гуманистические идеи, и построить храмы. Хорошо. И если мы пойдем по регенскому двору, то мы получим, да, сопротивление, реформация, вот это все на 50 лет, очень приятненько. Итак, заряжай мушкеты. Лишь вооруженные люди могут по-настоящему отозвать согласие на власть над собой. Нам нужно, если вы завершите задание, имея 20 шпионской сети в стране или сузерение, владеющие провинцией в бассейне Луны, то мы получим еще 20, претензий. Вопрос только в том, что мы, по идее, если я правильно помню, полностью контролируем бассейн. Вообще, как его правильно посмотреть, потому что это же... вроде мы его полностью контролируем или нет? Не очень для меня понятно. Мы его полностью контролируем или нет? Давайте смотреть. Ага, верно, и Цестрианде. А здесь только на одну сторону или на все, кстати? Давайте посмотрим. Вроде только одна сторона написана. Поэтому давайте мы на Цестрианде будем планировать шпионскую сеть, чтобы прожать и получить еще претензии. Но можно еще, кстати, попробовать ради интереса отправить верным. Может быть, у нас получится и... так у нас уже есть претензии, притом вечные. Стой, мы не претензии получим, мы их сделаем национальными, да? Они будут как национальные считаться. Это вообще круто было бы. Ну, ладненько.
Давайте добродетельная нация. Принцип пашанайской политической мысли заключается в том, что политический организм сковывает индивида. Индивидуальное пламя гениальности в сердцевине государственного мужа охвачено со всех сторон железом, слабостью одного уравновешены, во-первых, потребностями и волей организма, которую она представляет, и во-вторых, сопротивлением организмов, с которыми он соперничает, за влияние за государственные действия. Таким образом, само государство становится великим организмом, обладающим принципом личности и добродетелью, независимым от его отдельных составляющих. Лидеру не обязательно быть святым. Более того, долг часто призывает его к обратному, ибо он неизбежно скован природой государства, сдержан бюрократией, приученный с рождения защищать эту природу. Уберем все плохие черты нашего правителя, если они есть. Но у нас их нет, значит все прекрасно. Добродетель правления. Сколько людей в истории Конора находили утешение в осознании неизбежности несовершенства? Те, занимающие положение, вынуждены идти на компромиссы, уступать и в конце концов деградировать. Такое мышление позволяло коварным и слабым проникать в правительственные круги, подрывая основы хорошего государственного управления. Проще говоря, стремящиеся к добродетели должны противостоять желанию потакать своим ошибкам. Этот эксперимент Пашайна слишком важен. Признавая, что исполнительные органы, наделенные властью, должны быть свободны в своих действиях, мы также осознаем их потребность в самодисциплине. Таким образом, добродетель нашей философии становится добродетелью нашего государства, опираясь на многочисленное влияние, оказываемое на наше благородство королевства. Теперь, в зависимости от фокуса, мы будем получать либо 10 к стоимости строительства, либо 10 плюс 10 к отношениям, либо же скорость передвижения. Прикольненько. Заряжайте мушкеты мы пока ждем. Нам нужно все вольные города, 25. То есть подарки мы должны вам отправить. Отлично. То есть должны быть отношения хорошие. Но, в принципе, все возможно. У нас довольно-таки большая сеть дипломат на данный момент, поэтому, я думаю, мы сможем как-нибудь это сделать. Ну и ждем появления наших шпионских сетей для дальнейшего, так сказать, наступления. Наконец-таки мы выполнили задание «Заряжайте мушкетом». Лишь вооруженные люди могут по-настоящему назвать согласие на власть над собой. Мы сделали шпионскую сеть в Верне. Сейчас мы еще раз кинем. Верне и в Састерианда. Сейчас, да, все. По 20 есть. И теперь мы, по идее, получим претензии. Ага, во всех странах они стали национальными. Это отлично. Просто отлично. И за одну войну мы, по идее, сможем, кстати, сразу... А, не Сларен будет, а не надо. То есть мы вот так сможем сразу отобрать очень хорошо даже. Надо только бы каким-то союзников все найти. Хотя, в принципе, у нас и без них хватает, я вижу. В принципе, да. Я еще начал работать над тем, чтобы вассализировать Бенон, потому что, ну, почему нет? Раз он все равно хочет. И вот настало это время. Теперь, наконец-таки, Бенон мы сделаем вассалом, потому что... Ну, а почему нет? У нас, конечно, пострадали наши дип отношения. Но ничего страшного. Главное, мы его все заполучили. Лишний плацдарм, лишний союзник, лишние деньги не бывают. Сейчас мы готовимся к войне против Састерианда и его союзников. Я призову абсолютно всех, ну, за возвращение, само собой, за возвращение, да, вот этого на С. Мы призовем всех союзников, которых только можно, потому что, а почему нет? И начнем эту войну. Кстати, Басилар было бы очень прикольно позвать. Это довольно возможно. То есть мы сейчас запросим у него доверие на 50 единиц, и он с нами вступит в эту заварушку. Говет нам денег должен, мы, в принципе, без него справимся. А то есть... А, он уже... Ну ладно, тогда обойдемся без него. У нас сил так хватает. И начнем возвращение. Вот мы первого выбиваем из войны. Это будет Плюмвол. Затребуем там у него смену религии, главное. Чтобы он не был коренитым. Бисан еще вроде держится. Да, пока держится. Поэтому будем мучить его дальше. И вот мы сейчас выбьем Бисан. Из войны затребуем... А, не хочет? Почему? По идее, полностью аннексирован, но не сдается. Удивительный молодой человек. Вот теперь сдается. Деньги, контрибуции, репарации, влияние, все по классике. Эту войну заберу только 3 провинции. Торопиться нам особо некуда. Я думаю, в этом плане все будет у нас отлично. Раскидываем наших дипломатов, пусть занимаются делами. В принципе, завершение войны очень близко. Остается взять только одну вот эту крепость, которую эльфы пытаются взять. Но он почему-то не сдается. А, ну у него, наверное, есть земли еще там, да? Давайте тогда подпишем более приближенный мирный договор. Без больших денег.
Конечно, можно земли брать, но а зачем? Земли мы успеем еще взять. Нам главное вернуть пока что свои провинции, которые считаются нашими национальными. Даже национализировать не надо. Это очень удобно в этом плане. Они сразу наши национальные. Только второй раз национализировать, и в принципе они готовы. Оформим разделение властей, конечно же. И вот здесь нам нужно автономию снизить. Правильно? И укреплять долину. Не тревожься, любезный. Если избиратели донимают тебя на улице, значит, они не сидят хмуро в таверне. Воспринимай их жалобы как нечто обнадеживающее. Ибо человек не станет жаловаться лидеру, от которого не ждет облегчения. Пусть новоприбывшие ворчат и соперничают за положение среди городов Пашайна. Поистину, это самое пашайнское, что они могут делать. Мы получаем сепаратизм уменьшения, и будем потихонечку менять культуру, да? Отлично. Да? Да, вот в этих провинциях, которых мы взяли, автоматически поменяется культура. Конечно, не во всех, но это уже хорошее подспорье, я думаю, нам. Нам главное сейчас по военным очкам догнать по военке всех своих соседей. Потому что есть определенные в этом сейчас трудности у нас, связанные с тем, что у нас как раз таки мы закрывали плутократические идеи, и тогда на все очки уходили. Нас требует еще один город дать ему место в парламенте. Я даю в основном таким торговым центрам. Давайте дадим какому-нибудь этому городу, почему бы нет. Начнем улучшение нашего великого проекта Бани Вернеуса. Можете почитать. Интересно, у них баф, что это продолжительность жизни дается. Модификаторы, короче, очень нам полезная вещь. Денег у нас очень сейчас много благодаря торговле. Как вы видите, мы не бедствуем на советники. Почти все 5-го уровня. Сейчас будем их докачивать. И денег у нас просто миллионы. Нам как бы проблем с деньгами абсолютно никаких у нас сейчас нет. И вот, наконец-таки, я выполнил задание, именуемое «Кореницкий вопрос». Решительность – самоцель. Самый быстрый способ узнать любимый театр группы, предложить ненавистный государственный муж вскоре постигает сколь же ужасающее применение этот принцип к управлению. Нельзя просто формировать позицию, проанализировать ситуацию. Сама ситуация реагирует на это, требуя формирования новой позиции. И так до бесконечности. Мы получаем на 50 лет активность миссионеров и сопротивление реформации. В принципе, отлично. Я бы сказал, абсолютно отлично, потому что нам вот это уже будет не нужно. Мы теперь здесь можем фокусироваться. Местное представительство магистериума. Не видела такого раньше. Нас, наверное, интересует торговля, чтобы мы максимально получали с торговли денег. Что пока кажется, что денег много не бывает. Что их достаточно, на самом деле их очень мало. Нужно их очень много нам. Мной еще был заложен небольшой военно-морской флот, стоящий в 13 карак. Нам этого, по идее, ну, 12 карак, нам этого, по идее, должно будет хватить на более-менее стабильную морскую войну. Кстати, печатка появилась, к сожалению, не у нас, но у нас нашлись лишние средства, и мы решили улучшить зал рыцарей. Это вот такое строение, которое дает нам вот такие бонусы. Небольшие, но все равно приятненько. И вот, наконец-таки, спустя время мы выполнили миссию возглавить вольные города. Нет черты страшнее в лидере, чем щедрость. Очень коротко, мы получаем сеанс торговли, стоимость наемников и отлично. Теперь мы должны иметь с выборщиками, с 3 выборщиками 150 отношения. Мы выполнили миссию, именуемую как сместить маршала. Слабость автократических государств Каннора в том, что стоит унизить лишь восседающую на вершине кучку особо, дабы смирить всю ораву. Травите буржуазных посланников Пашайна сколько угодно, мы заменим их за неделю, и они едва ли имеют ценность. Ваши же принципы с другой стороны. Нам надо над Истралором. Над Истралором гремели пушки, отбивая торговый ритм. Пашайна выбрала насмешливую последовательность, отмечая часы с веселой интонацией рыночных колоколов. Чтобы напомнить жителям Истралора, что их правительство стало объектом насмешек со стороны мелких лавочников с Луны. Официальная версия звучала как тренировочные маневры. Но, конечно, это была ложь, которая сама по себе была насмешкой. Какой урок можно извлечь из этого, что жалость и сочувствие не имеют большого значения в условиях крайней слабости? На следующей неделе уже не имело значения, что Истралор считался полностью прав. Ни один посланник в Совете, даже корыстолюбиво, не стал бы отрицать за бокалом вина, что это была преднамеренная провокация. Но этикет не имеет большого значения, когда речь идет о великой истине. Традиционная удушающая хватка Истралора в отношении должности маршала была тщательно продемонстрирована. Они получают дебафы, мы военные очки. Короче, все отлично у нас. Жалко, мы претензий не получили. Я бы лучше претензии получил, на самом деле.
можно было развязать войну, но пока нет. А вот мы выполнили подготовку законодательства. Я часто замечал, что положение императора гораздо ниже секретаря. Император должен отвечать за все несправедливости, должен пытаться проводить какую-то форму повестки дня, должен терпеть постоянные проверки и делать все это от своего имени. Если он пытается контролировать видимое двором, он тиран. В то время как мелкие чиновники и люди положения регулярно вымогают огромные взятки за перемещение статьи в списке. Имперский канцлер, да? Это можно будет устроить сейчас. Нам нужно Истралор, Лунная гавань, Векс. Лунная гавань и Истралор. Сфабрикуем и посмотрим, что нам это даст. Императорский канцлер. Чье наследие важнее, героя или государственного деятеля? Этот вопрос уже много веков будоражит умы живущих вдоль Луны людей. Среди маргинальных пашанайцев, которые создали немного легенд, но являются опытными альдерменами и технократами. В других землях люди мечтают о всаднике, который ведет с собой колонну, кто стремительно мчится вперед. В Пашане же мы отдаем должное умному Синишалю. Он оставляет свой след не в историях, а в законодательстве. Его речи могут быть красноречивыми, но редко захватывающими. Однако мы должны задать себе вопрос, чьи правила мы будем соблюдать много веков спустя. Когда проснемся, отправимся на рынок, когда заплатим пени за свои ежедневные покупки. Герой может привлечь ваше внимание максимум на полчаса в таверне. Государственный деятель же каждый день проникает в ваш кошелек. Таков принцип нашей новой императорской канцелярии. Некоторые люди не слишком умные спрашивают, почему мы не стремимся захватить власть в империи. Они не понимают, что мы уже завладели ею. Пусть современные аристократы ведут себя, как им вздумается, а мы возводим вокруг них новый дворец. Первый из наших канцлеров встает, церемония не привлекает много зрителей, поскольку она проходит в крыле императорского дворца. Обычно предназначена для приема гостей, но это не имеет значения. Скоро вся империя осознает значимость этого события. Дипломат, причина голосовать -1000. И откроем решение сладкие речи канцлера. Обменять величие на снижение агрессивного расширения. Очень даже хорошо. И мы можем еще потихонечку обращать. Слово канцлера, да. Наш контроль над позицией имперского канцлера дает нам беспрецедентный доступ к институтам имперской бюрократии. Мы можем использовать это влияние и репутацию для достижения множества целей. Размещение дружественных лиц в Совете, субсидирование тех, кто в ином случае противостоял бы нам. Благоприятные судебные решения и тому подобное. Тем самым мы обеспечим беспрепятственный путь к власти. За 100 величия мы теряем 15 агрессивных расширений, но получаем на 5 лет его рост на 10%. Вот мы выполнили еще одну миссию, именуемую как состязание канцлера. Требую неукоснительного соблюдения протокола на обсуждении и подтверждении всех вопросов, постоянно предостерегая от поспешности. Возвращайся к вопросам, по которым уже достигнут консенсус, апеллируй к прецедентам, позволяя процессам принятия решений почти достигать завершений. Затем души их последние недели правдоподобными опасениями о законности и допустимости. Не страшись общественного осуждения, посторонние мало осведомлены о деталях, и обвинят государственного мужа, который не смог провести свой закон, а безымянные препятствия, с которыми он столкнулся. Мы получаем админ очки и вечные претензии на соседей наших. Если мы сейчас поставим Deep Focus, мы еще наложим им дебафы. На самом деле, давайте так и сделаем, в принципе, мне Deep Focus пригодился бы. Сейчас мы наложим им еще дебафики, да? Ага, хороший дебаф, кстати, 3 антипреп на 15 лет. Отлично. Он предоставил независимости кому-то. Прикольно. Бал всей Луны. Мне нужно Серебряную Луну, я так понимаю, починить полностью. Но он наш союзник, есть нюансы. Ну да. Ладно, сначала мы тогда побьем Истралор, я думаю. Возможно, какие-нибудь Сильвералары еще, такое, типа мелочи. Блин, здесь будет Векс. Ладно, сейчас посмотрим, как это все пойдет. Может, сможем как-нибудь более красиво отыграть. Ну вот наша военная машина начала поход против Истралора. Здесь задействовано довольно-таки большое количество стран. Но у нас союзников тоже не меньше, поэтому я думаю, мы без проблем сможем их разбить и уничтожить в будущем. Как раз таки наш сейчас военный флот даст первое сражение. Успешно, отлично, прекрасно. И вот война закончена. Мы заставили всяких мелких друзей поменять религию. Затребуем все 3 провинции в освобождение там какого-то мелкого подсоса, разрыв союзов. Полностью мы его съесть не сможем, потому что будет 51 расширение. То есть сейчас у нас как получается? У нас получается сейчас суммарно 64, да? Мы теперь, по идее, заходим в слово канцлера и теряем 15. Да, шанс будет чуть поменьше, что это случится. Но, как говорится, все возможно. Давайте концентрировать развитие столицы и национализировать потихонечку все это. Улучшили мы еще одно здание. Это зал рыцарей. Теперь мы получаем еще больше величия. Там престиж. Что такое, короче, очень приятно. Вот и восстание равелианцев. Конечно же, мы примем. Откроем ложу. Потому что мы будем сугубо равелианской страной. К сожалению. Потому что механика равелианства мне вообще не нравится, будем честны с вами. И
не думаю, что многим из вас вообще нравится равелианство. Напишите, кстати, в комментариях, какая из этих трех конорских ветвей вам нравится. Регенский двор, либо же коренительство, или же равелианство. Мне больше всего нравится, наверное, это Регенский двор и еще Инфернальный двор, тоже очень прикольный. А ваше мнение жду в комментариях. Ну и пришла пора нам покарать верно. Мы будем воевать только за одну провинцию пока что, чтобы потом получить еще претензии вечные, и чтобы уже потом полноценно можно будет нам его уничтожить. Поэтому сейчас мы чуть-чуть подождем, точнее отвоюем быстренько и все. И наконец-таки пришла пора делать свой выбор, за кого мы будем воевать. А самое смешное, что мы будем, наверное, воевать все-таки за коренительство. Почему? Потому что потом вроде равеляне смогут стать частью выборной вот этой всей. Хотя не так важно, за кого мы именно победим, но мы должны победить. Поэтому мы примыкаем к равелианству. Ну пока война не закончится, мы ничего не можем сделать, да? Давайте из одной войны выйдем, которая нам не интересна от слова совсем. И верно, в принципе, сдается. Я правильно его понимаю? Да, мы отберем одну провинцию, он кажется, претензий. И через 5 лет, я так понимаю, мы с ним снова встретимся. Здесь нам крепость не нужна, 100%. А нужно национализировать, и будет нам счастье. А вот и миссия выполнилась. Обезвредить Виверну. Первородные грехи Домерии и Верны смешались в Луне. В течение реки огненная вода. Ни самодовольное спокойствие горного озера, ни стремительный лесной пожар низин не тревожит пашатнайский ум, достигающий во всем добродетель середины. Удивительно, что дитя пашанайца взирает с таким презрением на своего отца Верница. Сыны Виверны и Луны. Не так давно Виверны обратили свой взор на южные территории, на те части водораздела Луны, которые когда-то были частью Старого Вернского королевства, и вообразили, что станут веселым старшим братом. Иногда они даже пытались претендовать на эти земли, как будто Минибор и Нейсбе были непослушными младшими братьями, которые необходимо вернуть в семью, а Белакейр всего лишь двоюродным братом. Времена изменились, пашанайцы господствуют и на Луне, и в дальних землях. Теперь мы вольны распоряжаться верно по своему усмотрению. И все же здесь существуют истинные узы, бурные узы родства, от которых стынет кровь в наших верманских жилах. Кто для нас верницы, родственники или просто соседи? Они красный цвет в нашем пурпуре. Но что это значит? Мы, их братья и защитники, признаем верницев, и они не будут оторнуты. Сыны-наследники будем их конвертировать. Либо же, возможно, только соседи. Но слушайте, мы их сыны и наследники. Будем конвертировать всех верницев в пашанайцев, конечно же. Принимать смысла я не вижу. Касаемо наших идей. На самом деле я бы выбрал какую-нибудь военную, скорее всего оборонительную, чтобы повысить наш боевой дух еще сильнее. Чтобы мы стали в потенциальном будущем еще сильнее. Ну вот перемирие прошло, и настала пора нам захватить Лунную гавань. Для этого мы призовем все доступные нам силы, конечно же. Не все из них, конечно, хотят нам помочь. Но думаю, те, которые мы имеем, нам вполне хватит. И начнем эту кровопролитную войну. И вот, наконец-таки, мы достроили бани Верниусом. И теперь у нас правитель живет на 30% дольше. У нас больше лояльности. Быстрее перезарядка заменить сословиями. И мы получаем еще... То есть после созвания с советом получаем себе любого случайного советника 3-го уровня со скидкой. Война, тем не менее, потихонечку движется к своему окончанию. Осталось только разобраться со всякими мелкими гадами, и мы в целом победим. Вот продолжается развитие равелианской общины нашей, и в скором времени, я так понимаю, она появится. Мы выполнили за еще одно задание, именуемое как истинный преемник. Гражданин образован, ибо слышен сотни рассказов о дальних странах. Его город дает ему многообразие всего мира. Гражданин обожден, ибо признает, что узы веры объединяют разрозненные мегаполисы. Гражданин купается дважды в день, ибо стоял на рыночной площади в разгар лета. Я думаю, мы в 2 этапа будем его добивать, потому что у него союзников много, они мешают, поэтому мы только захватим 3 провинции. Я только что перенанял городскую стражу, и теперь-то не 7 тысяч, а 29 тысяч отборных людей, которые в лимиты не считаются. Ну, а с деньгами у нас проблем абсолютно уже нет. 200 монет с торговли. Спасибо нашему любимому Адбинкосту, конечном торговому узлу за. А вот и перемирие с Верным подошло к концу. Это значит, что мы сейчас отправимся дальше воевать. К сожалению, Ибивар союзник нашего врага. Ну вот и пришла пора нам наконец-таки размяться и уничтожить нашего Вернийского. Ну вот и все. Вернийский вопрос мы сейчас подзакроем. Да, здесь Воронья Марка нам не даст полностью его захватить. Мы получим очень, конечно, сильно. Карвуря не дает, к сожалению.
взять то, что мы хотим в полном объеме. Но будем надеяться, что мы это переживем. Так, сейчас будет война лиг. Наверное, это как-нибудь все-таки. Мы выполнили еще серебряный стандарт. Над великим мраморным входом банка Луны начертано: счастливо то королевство, что во времена богатства помышляет о бедствиях. Ну, очень хорошие бонусы получаем в нашей золотой шахте. Это у нас отлично. Ее можно будет еще сейчас улучшить. Но остается только молиться, надеяться, что нас сейчас не уничтожит коалиция. Даже если она, наверное, соберется, ничего страшного. Будет война лиг, и благодаря перемирию все со всеми будет все отлично. Ну да, вот коалиция долго не заставила ждать. Ничего страшного. А вот и началось, дорогие друзья, религиозная война. Мы выступаем на стороне коренитов. Главное, чтобы магистериум не сплоховал, и вы сами понимаете, да? Значит, это будет очень все плохо. Пока что мы должны отступить, чтобы перегруппироваться, и мы победим. Ой, какое сейчас будет вкусное сражение, ребят. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как вкусно сейчас мне было. Спасибо за обед или ужин. Ну, дорогие друзья, пришла пора нам дать бой. В принципе, я думаю, да, у нас вообще проблем нет. Они были уничтожены, разбиты, вайпнуты. Вон еще сотка у них бегает. Давайте еще дадим бой. Сначала первая армия, потом вторая и третья страхует, если что. Хотя, блин, прям во время сражения умер, да? Не, она не справляется. Да, у нас артиллерия меньше, конечно. Зато у нас в целом боевой дух выше. Да, разбили. Потом их не просто разбили, это мы сейчас вайпнули, что ли, получается? Мы вайпнули 100 тысяч. Потери какие. Ой, хорошие потери. Тут еще одна вкусняшка меня ждет. Сейчас будем ее доедать. Блин, магистериум, я хотел его съесть. Главное, вкусняшка есть. Тут настоящая бойня у нас идет сейчас на этом анбинкосте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, прогнали оккупантов анбинкостской земли. Мы, правда, наступление развить не можем, мы потеряли наш флот, к сожалению, в сражениях, поэтому придется пока что как-то без этого выживать. Вот вкусненькая битва с прижемчужьем и коалиционной армией. И мы их вайпнули. Все, что я хотел в этом сражении добился. Стал спасти остатки моего флота. Будет все отлично. Средний рост гнол до существования. Отлично. Будут гнолики. Блин, потеряли. Очередной бой за столицу магистериума. Их очень много. Но мы кое-как справляемся пока что. У нас проблема в том, что у нас людские рекруты уже подходят к концу. Постепенно воевать просто уже физически становится некому. Это самое грустное. У Грамбар выбили. Все отличненько. Но и, к сожалению, чудеса заканчиваются, и у нас сил больше противостоять нет. У нас закончились рекруты, поэтому мы отводим войска. Наших наемников окружили, разбили. Были бы хотя бы они. Они сейчас, по идее, в перезарядочке сидят. Надо посмотреть. Мне, конечно, можно просто нанять наемников. У меня, типа, денег же много. Наша городская стража до 81 года отдыхает. Жалко их, ладненько. Ну, я как союзник сделал вообще все возможное. И теперь, как бы, все карты им в руки, пусть занимаются. Мы вот, если смотреть, мы внесли 23%, 22% личного вклада в эту войну, поэтому, я думаю, хватит с нас. Вот и все, война за коренительство закончилась. Заключили мир. Дукаты. И что мы с этого получили? Ничего. А вот она. Победа коренительства. Ура, религиозная лига. Выбрали нового императора в лице Вездама, нашего союзничка, благодаря чему все на стороне победителей. Без привлечения оговорок заявляю: моральный долг государственного мужа быть лживым. Честность во власти есть потворство собственной моральной щепетильности. Она служит лишь тебе самому и есть предательство избирателей. Ибо цель государственного мужа – благо народа всеми необходимыми средствами. Мы получаем падение престижа и стоимость военной технологии минус 10 навсегда. Ну и разделенной идентичности. Наверное, читатель может остановиться здесь и спросить: если все это правда, то не является ли идеальным лидером самое настоящее чудовище? То, что меняет позиции в мгновение ока, не сожалея и даже не замечая перемены. Такой читатель, конечно, абсолютно прав. Мы строим нашу политическую систему на понимании, что великие лидеры должны быть своего рода демонами, безмерными в силе и эффективности, но скованными законами и прецедентом, подчиненными морали и воле народа. Таким образом, добродетель государства зависит не от лидера,
коему по должности надлежит изворачиваться и наносить удары, разыждется на принципах всей структуры. Пути лидера ограничены, и его огромное влияние применяется лишь во имя тела политического, творимое нами наследие. Никогда не изведав роскоши чистоты, мы, дворняги Луны, ищем свои принципы в сотни мест. Вернее, где смелость побуждает одного против многих, да мере, где справедливо избранные слова навсегда соизмеряются с тысячелетиями ораторского искусства, и самом Пашайне, где гильдия объединяет разногласицы сотни народов. Спросите двух пашанайцев, кому из них мы обязаны больше всего, и услышите как минимум 3 ответа. Но я думаю, мы должны быть умерены во всем. Это более правильно, сможем быстрее фокусы перезаряжать. А это для нас, как вы понимаете, очень важно. Мы, наверное, на военные очки поставим сейчас фокус. В принципе, мы могли бы развязать войну со Астралором, но, к сожалению, пока что у нас нет такой возможности из-за нехватки людских ресурсов. Будем их восстанавливать. Вот и отлично, военная коалиция против нас только что успешно развалилась. Благодаря чему мы можем теперь воевать с нашими, так сказать, прошлыми союзниками. Даже с тем же самым Магистериумом. Кстати, императором у нас стал Вездам, наш союзник. Истралор стал выборщиком, это хорошо. Мы сможем его сейчас, скорее всего, подчинить. И через это решение потом приобретем себе титул выборщика. Надо только его завассалить будет, и, в принципе, это мы сможем сделать. Вот пришла пора нам поквитаться с верницами. Потому что нам не хватает одной профки от них. Сейчас мы ее и приберем к рукам. Ну вот и все, на этом мы войну закончили. Мы отберем Магистериум, один город здесь, и один у Верна. И все, как бы больше не особо. Ну да, тут коалиции, конечно. Нас это не пугает, нам в целом, наверное, все равно, по большей части. Потому что за нами правда, значит победа. Мы еще, кстати, полностью себе прокачали меркантилизм до 100. Теперь очки будем тратить на что-то более полезное по типу развития наших проводчик. Потому что девать их пока некуда. Вот, наконец-таки, этот момент настал. Истина освободит нас, и мы примем равелянство. К несчастью или к счастью, но нам и сразу станем защитником веры, конечно же. Начнем это все обращать. Будем крутыми равелянами. Везде будем, благодаря тому, что у нас очень большое торговое влияние, в большей части узлов, мы везде сможем поставить, ну, в определенных узлах сможем распространять нашу религию с помощью торговли. Это очень прикольно. Кстати, равелянских стран в мире довольно-таки много, поэтому мы довольно-таки успешно это все проводить. По типу улучшения отношений с папой, союз с ним и на него влияние, попытки. Я решил пойти на очень отважный шаг. Я хочу объявить Истралору войну против коалиции. Мы призовем достаточно, я думаю, наших сильных союзников, которые нам помогут из этого как-то выкарабкаться. Хотя нас вроде как рисуют, что меньше. Ну, так, кстати, получше. К сожалению, потеряю двоих своих союзников из-за этого всего. Ну, а что делать? Что делать? Да помогут нам, как говорится, боги. Сейчас мы пройдем морское сражение. И вот очень... Блин, он отступит. Так, а у меня 7 боевой дух. Ничего себе, у нас боевой дух, конечно, хороший. Блин, кораблик один разбили. Бедолаги. Ладненько, все, мы этих убили. Это самое главное. Ну вот и все. Эта война подошла к концу. По потерям у нас намного меньше. Мы лично потеряли 115 тысяч, получается. Это была первая наша коалиционная война. Заберем полностью весь Астралор. А, он сразу верно взял, да? Ну ладно. То есть мы, по идее, зачистили этот момент. Осталось только Вивенмарк, Демирийские долины по бастиону нужно. Ну, Вивенмарк он вот. Ну, логично, кстати, их поставить было бы, наверное, вот здесь. Ну, разберемся сейчас, как их поставить. И еще мне нужно, получается, в... Вивенмарке. Ну, Вивенмарке есть. Нужно улучшить, наверное. Он засчитается. Есть бастион. Это же я прав? Это же бастион у нас. Ну да. Или имеется в виду вот это все-таки? А вот это, наверное, имеется в виду. Ладно, тоже поставим, будет отлично. Еще из интересного, я смог разогнать себе боевой дух до 7-8. 7 единиц боевого духа, это без золотого века. Если мы возьмем еще золотой век, то мы будем просто неубиваемыми. А сейчас мы ждем возможность на кого-нибудь напасть. Можно, в принципе, с вот этим разобраться пока что. Для одной бедной провинции. Все равно пока против нас никаких попыток не будет ничего сделать. Потому что мы только что разбили всю эту коалицию. Императора перевыбрали. Молодцы. Ну, в принципе, эта война подошла к концу. И забавно, я при жемчужье хочу забрать колонии. Я думаю, нам они понужнее будут. Блин, ну ты ж только что их хотел... Нам много, в принципе, не надо, мы чуть заберем, просто прикола ради. Владыка выбирает путь, ставьте их настроиться. Вот и все. Сейчас мы здесь 5 национализируем, и они уже, в принципе, смогут сами дальше развиваться без нашего особого участия. Вот это уже сдается. Вот первые равелянские прения. Я это зачитывать с вашего позволения не буду, это не самая цель нашей игры. У нас здесь теперь... Тут голосование, быть фанатичными, либо же быть такими смиренными. Я бы на самом деле выбрал фанатичность, потому что здесь бонусы повкуснее будут. Перемирие окончено, пришла пора добить Истралор, я думаю. Точнее, Лунную гавань.
Стена Иревлянская, ну и что? Нам бы еще Королю, конечно, позвать бы. Вот она ломается. Готовка к войне. Но она как бы чисто номинально нужна. Потому что чем больше у меня союзников, тем меньше я сам трачу свое время и силы на подобные войны. Оп, все. И вот война с, наконец-таки, лунной гаванью подходит к концу. В принципе, я так понимаю, у нас сейчас, да, миссия. Бал всей луны. Распространение танцевальных залов, таверн, кафе и так называемых читален отражает в этот период пошайный подлинный взрыв буржуазного богатства, вызванный быстрым снижением производственных затрат благодаря гильдейскому корпоративизму. Будет лишь небольшим преувеличением сказать, что нарождающаяся пошайна была первой культурой досуга, и этот бум потребительских расходов, конечно же, подпитывал бурно развивающую экономику на Луне. Это событие «Голубая луна». «Голубая луна, голубая». «Это не обязательно», — сказал Орро, когда руку крепко взяли. Сердце колотилось в груди. Он не видел, чтобы кто-то смотрел, но достаточно было одного взгляда. «Они подумают, что это шалость», — ответил Касмил. Его осанка была безупречна. Он походил на фигурки из книг по этикету, конечности которых всегда сгибались под прямым углом при коленопреклонии. Всегда ровно на треть выше своих женщин, в худшем случае оценка. «Я не хочу быть посмешищем», — сказал Орра. Вокруг них парили огни луны. Такова была задумка вечера. Их баржи должны были проплыть вниз по реке, в эсмарском стиле от первого танца до последнего, но красота должна была быть сдержанной, не кричащей. Эти парящие с помощью магии фонари занимали свое место тускло, светились в ночи, мешая видеть что-либо кроме баржи. «Разве это похоже на шутку?» — спросил Касмил. И Ора неохотно улыбнулся. Ему потребовалась вся решимость, чтобы положить голову на плечо Касмила. Касмил не был ровно на треть выше него, но Ора понял, что это не имело значения. Через несколько часов этот бал закончился. В этом сезоне будет еще 50. Все они ведут к великому событию в порте Мунас. Он и Касмил едва ли достаточно важно, чтобы попасть туда. Но кто-то среди всего этого празднества станет ворчать о двух молодых людях, снимающих комнату вместе. Такова была аргументация Касмила. Касмила, который всегда был чертовски уверен. «Процветание делает людей добрыми», — говорил он, превращает каждого в гильдейцев для всех остальных. «Успокой меня еще раз», — сказал Оро. На его лице теперь была хитрая улыбка. Ему нравилось слышать, как Касмил спорит, как он обличает мир. Ему это нравилось еще в канцелярии. Да Касмил только задумывал свою великую схему вещей. Касмил шептал ему, пока они танцевали опошайно, возвышающимся над миром, где мораль храма уступает место морали гильдий. Материальным заботам. В таком обществе, знал Касмил, они будут свободны. Я не знаю, осуждаю, наверное. Да. До конца игры получаем 25 торгового влияния в Анбенкосте. Отлично. И нам осталось всего чуть-чуть миссий. Последнюю мы выполнить пока что не можем, потому что там мы должны пройти через бедствие, одно определенное, и должна быть эпоха чародеев. К сожалению, пока ни того, ни другого нет. Мы, можно сказать, идем немножко с опережением графика. Нам осталось только дождаться, когда у нас достроятся крепости и бастионы, и мы, в принципе, пробежимся по 3 оставшимся миссиям. На этом, я думаю, данная серия подойдет к концу. Вот интересный имперский инцидент. Так как мы воевали за коренитов, хотя мы были регенским двором, сейчас происходит инцидент о том, чтобы равелианство стало новой государственной религией империи Анбинар. Как вы понимаете, мы без проблем сможем это сделать. Еще мы интегрировали гнолов, то есть теперь гнолы тоже являются частью нашего общества. Можно, кстати, еще интегрировать руны рожденных. У нас они появились благодаря нашим заморским колониям. И потихонечку будем интегрировать остальных и гоблинов, и руны рожденных. И постараемся как можно больше интегрировать, чтобы потом вы узнали, зачем я это делаю. А вот и новая наша автономия. Это лунный полуостров Лай. Теперь у нас есть своя маленькая гордая колония, которая здесь будет, надеюсь, просто выживать. Мне от нее ни денег, ничего не нужно, просто как бы, просто живи. Давай я на тебя повлияю, дадим им еще денежек и поживут. Из интересного и веселого всемирная торговля зародилась у нас. И это отлично, потому что мы сможем ее очень быстро потом принять. Ну и мы выполнили миссию «Затмить родителей». История Домерии — это история медленно управляемого упадка, так как история верная, обреченная, быстро угасающая вспышка славы. Мы хорошо усвоили оба примера динамизма без безрассудства, стабильности без самоуспокоенности, добродетель без порока. Ну, улучшим какую-то крепость и 5 военных городков улучшим. Прекрасно. Не только река. По традиции наша культура речная. Как бы ревностно не рыскали корабли небес Бея по дельте Луны, однако требования торговли суверенной самодостаточности ныне требуют, чтобы мы мощно и неудержимо текли в море. Мы получаем за это бафы. Очень хорошие, отличные бафы. Оставим. Доктрина флота Пашайна. Хотя владение Нейпсбея предотвратило наше полное отстранение от вод до Месхеда, наши недавние приобретения вдоль восточного побережья вынудили пересмотреть присутствие на море.
До сих пор мы оставались относительно гибким в нашей доктрине, но размер флота необходимо надежного контроля над нашими новыми морскими путями требует четкого доктринального направления для его процветания. В нашем молодом адмиралтействе сформировалось две широкие фракции. Она стремится использовать высокообразованный офицерский корпус, выпускаемый превосходными центрами высшего образования в Пашайне, а вторая надеется принять стратегию дерзости, подобную авантюрным флотам Верны, полагаясь на сплоченность наших корабельных гильдий. Ну и эпоха Луны. Это был вечер довольно скудный, что значит, цесарок было всего 25. А почетный гость мог рассчитывать разве что на пятую порцию. Прогулочные суда сновались вдоль побережной так, что лишь в последние 20 лет о них можно было сказать, что прекратилось подражание Исмарии. Ибо ныне они были отделаны в позолота и слоновую кость. Самородный стиль уже не столь юношеский и застенчивый. Мужчины и женщины пера очаровательно перекидывались темами, подходящими для увеселительной беседы, инвестиции, сплетни, крамола и война. Эпоха Луны, величие, бафы, процветание и все. Остался последний, это наши следующие шаги, но для этого нужно дожить до эпохи чародеев, и мы оставим уже наши следующие шаги, новые миссии, которые мы получим после этого ивента, и новое, так сказать, уникальное бедствие для нашей страны на следующую серию. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрели, надеюсь, вам было интересно. Если так, то, пожалуйста, оцените данный ролик. Предлагаю подписаться на канал, чтобы не потерять меня и не пропускать выход новых видео. Также рекомендую посетить мой телеграм-канал. Там мы общаемся, там выходят новости, анонсы, какие-то мемы, исторические справки, и касаемо этого мода тоже выходит информация. На этом все. Спасибо и до встречи в новых сериях.